Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, июль 2024 года. События на пороге. 3 главных события. Давайте узнаем, каковы подсказки карт и как видят карты энергетику этого месяца. Июнь мог быть теоретически для кого-то из вас связан с некоторыми задержками. Ну вот такая энергетика июня. Может быть, это было неожиданно, или еще какие-то события могли произойти, которые ваши планы тоже где-то поставили на паузу. Но в июле ожидаемо энергетика должна меняться, и вот давайте мы с вами узнаем. Позже я опубликую на своем сайте планетарный гороскоп и оставлю ссылку во вкладке «Сообщество». Следите, кому интересно. И тогда вы можете сверить свои планы с расписанием звезд, ну и с теми прогнозами, которые мы смотрим на Таро. А также я оставляю всегда ссылку на свой сайт, на статью, на своей странице в Facebook. Поэтому как вам удобнее. Можете перейти на мой сайт. Тоже под видео будет ссылка на мой сайт Астро Испирационе. Где-то перекликается с названием канала Таро Испирационе. На моем сайте нет рекламы, поэтому и удобная достаточно навигация. С главной страницы вы можете выбрать как и статью, или через меню выбрать то, что вам наиболее интересно. И статьи по психологии, ну и гороскопы, конечно, тоже. Итак, что же за события на пороге, мои дорогие девы? Карты 2 достанем, самое главное. Что придет, что уйдет? Какова же энергетика июля? Что придет? А что уйдет? Я имею в виду как какой-то итог. Или что вы сумеете осуществить в течение июля или закрыть, подвести, может быть, под какой-то знаменатель. Может быть, удастся вам какой-то вопрос проделать вот работу от начала до конца и тоже с чем-то определиться. И 3 главных события. Три карты. Давайте узнаем, что же придет. Это вы сами. Король Земли или король Пентаклей – это тот человек, который все контролирует, безусловно. И это реализация ваших планов, желаний. Очень позитивная карта. И месяц энергии июля в ваших именно энергиях проходит. То, что вы себе запланировали, вы можете, по крайней мере, в большинстве из своих желаний, намерений и целей реализовать. Сама по себе реализация. А еще по этой карте идет, знаете, такое как душевное спокойствие, удовольствие от жизни. Когда отчасти нам карты говорят, по личной жизни можно тут много вопросов важных решить. И неважно, чего это касается. Либо чувств, эмоций, либо конкретики какой-то материальной. Кто-то, возможно, будет улучшать жилищные условия или делать ремонт, создавать комфорт, уют. Это тоже все проходит по этой карте. Это партнерские отношения в семье, когда все стабильно, все понятно, все идет так, как я хочу. Вы хотите, мои дорогие девы. Но и эта забота еще идет по этой карте. Это наше состояние души и наших дел, когда вот действительно какая-то гармония, порядок, все по местам. Или даже если не было что-то по местам, значит, вы больше упорядочиваете, организуете свою жизнь в зависимости от тех направлений, которые вы сами себе поставили. Что уйдет? Ну, тут, конечно, не уйдет, тут какая-то личная жизнь. Хотя, может быть, мои дорогие мужчины, девы, у кого сейчас, ну, личная история предполагает прошлые отношения, где ну, уже отношения закончились де-факто, а де-юре они как-то оставались. И вы, может быть, у кого-то суды, вы хотите как раз разобраться, разберетесь. Скорее всего, опять же, организация вашей жизни. Но это, наверное, я бы сказала, что скорее карты о какой-то вашей на сегодняшний день истории или о той истории, которая, возможно, в июле может получить развитие, может быть и начаться. Но у нас ведь пара выпадает, мои дорогие девы. И это не то, что уйдет,
а просто какой-то ваш, возможно, семейный вопрос или вопрос вашей пары, вопрос каких-то договоренностей, который будет стоять одновременно или пересекаться с вопросами денег, с вопросами вашей, может быть, работы, организации вашей жизни, вашего быта, дальнейших ваших планов и конкретно личной жизни. Нам выпадает двое материалистов, два человека, которые заодно, на одной волне. И нам говорят о доброте, нам говорят о взаимопомощи и о том, когда мы берем ответственность как и за человека, который нам дорог, так и человек готов брать ответственность за нас. Нам говорят о прекрасных взаимоотношениях и о той паре, которая, ну, наверное, как вот мы есть такое выражение, люди созданы друг для друга. Вот какая-то такая личная история у вас может развиться, мои дорогие девы. И неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины. Будьте внимательны. Может быть и правда, все же жизнь не бывает полностью предсказуема. Кто знает, может быть это будет новое знакомство. Но и планетарно ведь для вас тоже так складываются события, что уделить внимание вашей личной жизни в 2024 году определенно стоит. И если вы сейчас один или одна, нужно что-то решать с вашим одиночным сольным вариантом. Первое главное событие, ну вот продолжает, правда, история любви. Двойка воды или двойка кубков, партнерские отношения. Конечно, у кого-то это по бизнесу, по вашим дальнейшим планам, по самореализации, по каким-то договоренностям. И неважно, чего они касаются. Это карта дипломатии, безусловно. Но это карта, когда еще мы понимаем друг друга без слов. И я бы сказала, июль месяц все-таки личная жизнь. Это как событие на пороге. Или три главных события. Посмотрите, три карты. Может быть, это будут еще какие-то другие, понятно, вопросы. У кого-то работа. Значит, вы свою как-то работу будете организовывать с учетом вашей личной жизни. Или это заработки, опять же, с оглядкой на вашу личную жизнь. Или пусть вы решаете вопросы дома. И тоже вы будете продумывать через личную жизнь. Вот есть какая-то история партнерских отношений, которая вам, во-первых, этим нравится заниматься, а во-вторых, вам приносит радость, счастье, удовольствие от жизни. И повторюсь, когда двое искренне друг с другом, о таких отношениях можно только мечтать. Вот для кого-то такая история любви в июле месяце. Поэтому для тех, кто один или одна, правда, добрые посылы Вселенной для вашего знака зодиака нельзя прошляпить, мои дорогие девы. Счастье, оно полноценное, многогранно, только когда у нас все сферы жизни сбалансированы. Чем дело кончится, давайте мы узнаем. Победа. Ну, правда, даже если какая-то была, ну, как недостаток взаимопонимания, не договорились или поссорились, значит, помиритесь. Какая-то, если история, которая касается, например, ваших партнерских отношений по части бизнеса, каких-то договоренностей, может быть, мои дорогие девы, те договоренности, которые вы должны получить в высоких инстанциях, все-таки не для всех, да, проигрывается про личную жизнь. И значит, вы и в инстанциях сможете договориться, и с сильными мира сего. И есть возможность упорядочить свою жизнь в том фарватере, как вы хотите. Вот, ну чего бы это ни касалось, где-то через дипломатию, чем дело кончится? Победой. И какой бы вопрос вы перед собой не поставили, или какая тема бы у вас на июль месяц не была запланирована, абсолютную победу вы какую-то можете получить, и именно потому, что вы лояльны к миру. По крайней мере, это транслируете точно. И здесь энергии не на доказательства направлены, а именно, чтобы быстрее договориться. Карта говорит, тебе придется эту победу удерживать. Ты не расслабишься где-то, если это касается ваших достижений, сферы вашей занятости или сферы ваших заработков. Чем дело кончится? Удерживанием победы. Чем сердце успокоится? По королеве мечей вы можете от чего-то и отказаться, кстати.
По королеве мечей мы больше организуем, опять же, свою жизнь или определяемся с чем-то. Вы, скорее всего, какой-то и выбор можете делать в этот период. Может быть, это касается ваших партнеров, и неважно, в какой сфере жизни. Но по королеве мечей мы очень рациональны. Видимо, обстоятельства в вашей жизни вас подталкивают сделать какой-то вывод или окончательно, как получить итог. Может быть, это отчасти проделанная работа. Для кого-то провести знаменатель между отношениями, и даже если прежняя история, повторяюсь, была со знаком минус, больше понимания и понимание, куда вам хочется развивать эти отношения, или наоборот, закончить их, завершить. По королеве мечей энергетика, чем сердце успокаивается. Когда мы где-то держим внутренний баланс, ведь это карта интеллекта, прообраз Юдифи. И понятно, что Юдифи уж отказалась, так отказалась, отрезала, так отрезала. Но энергетика, повторюсь, она заключается в том, что когда мы не создаем противостояние, даже если мы себе что-то задумали, мы это постепенно осуществляем, не превращаем какое-то наше намерение в спор. Видимо, вам придется быть, где-то в чем-то и дипломатами, а где-то обходить острые углы, принимать Соломоново решения, что-то, надеясь на себя самого или на саму себя, осуществлять, чтобы расставить все по местам. Да, партнерские отношения важны. Но есть и то, что вы не можете кому-то перепоручить. И по королеве мечей, когда вы это выполняете, у вас и сердце успокаивается тоже. Давайте мы узнаем. Интересно, неожиданно эта карта. Я как совет достаю карту, и Луна. А нам и говорят, ты не торопись. И все то, что я прежде сказала, эта карта подтверждает. В хорошем плане проигрывается всегда Луна, как тепло домашнего очага, эмпатия. Это наши близкие, это любовь, это чувство, это где-то интуиция тоже. Но есть и такой момент, что не должно быть риска. Это как относится к вашим победам, также и относится по части королевы мечей к дальнейшим перспективам или к тому, что вы задумали, мои дорогие. По карте Луна иногда бывает, ведь это 1000 неопределенностей, и у вас выпадает старший аркан в совет. Он в первую очередь говорит, слушай свою интуицию, собой не рискуй. Не рискуй отношениями, не рискуй всем тем, что ты достиг. Где-то придется держать этот баланс, и какая-то ситуация, вот она на сегодняшний момент, она выглядит каким-то определенным образом. А ты понимай, что выглянет солнце, и все встанет еще раз на свои места. Может быть, придут какие-то новости. И для вас будет более четким фарватер ваших дальнейших действий. Поэтому учитывать, что искусство мелких шагов, куда-то не торопимся. Может быть, в принципе, карты где-то вас разворачивают, победы есть. Какие-то рациональные решения тоже. Удели внимание личной жизни. И вот как раз тогда карта Луна это подтверждает. Второе событие. 8 воды. У кого-то и переезд, и поездка. Приезд человека к вам, но вообще это поиск информации, это поиск выхода из создавшегося положения. И достаточно сложного бывает положения, и вы его находите. Может быть, это Соломоново решение мудрое, которое вы будете принимать. Но словно ангел выходит вам навстречу. У вас что-то произойдет, как в июле месяце, когда вы почувствуете, что у меня сейчас удачный момент что-то осуществить. Вот этот зеленый свет, когда ангел выходит навстречу. И это будет событие у каждого по-своему, в разных сферах жизни. У кого-то в личной жизни решить, наконец, вопросы по части, к примеру, сольного вашего варианта, выйти судьбе навстречу, чтобы не быть одному или одной. Правда, в июле у вас может, так сложиться удачная ситуация, что словно высшие силы вас могут, познакомить или способствовать. Назовите как угодно. Мы ведь судьбу встречаем, чаще вот как раз не в тех ситуациях, когда мы вроде бы к этому подготовились. Но главное, это душевное состояние, когда вы намереваетесь закончить уже свое одиночество и готовы к
контактировать с людьми, быть открытым миру. И тогда что-то у вас получается. То же самое где-то можно переложить и на сферу ваших достижений, когда вы можете принять как и сложное какое-то решение, и точнее в сложных вопросах, когда какая-то запутанность есть. Для кого-то просто осуществить какую-то важную поездку и для себя определить на дальнейшее время, в каком направлении вы будете либо двигаться, либо где вы будете проживать. У кого-то буквально так. Давайте мы проясним, чем дело кончится. Тяжеловато будет. И карта нам говорит, вот, видимо, для того, чтобы чего-то не упустить, может быть, меньше работать, мои дорогие девы. Карта десятка жезлов всегда говорит о том, что ты как-то навьючил на себя слишком много. Делегируй те свои обязанности, которые вообще они не твои, а чьи-то другие. Да, карта говорит, у тебя хватит энергии, физических сил, ну, где-то и моральных сил для того, чтобы вынести вот эту тяжесть, выстоять в какой-то ситуации. Но вопрос целесообразности, а нужно ли это тебе? Иногда бывает так, что из лучших побуждений, мои дорогие девы, вы очень участливые люди. Даже если вы внешне этого стараетесь не показать, но вы душой очень переживаете, к примеру, за своих детей, за своих близких. И из лучших побуждений, правильно, вы с высоты вашего опыта можете видеть, что, елки-палки, если бы я сам сделал или сделала, было бы и быстрее, и лучше, и качественней. Но мы же ведь не знаем. Дети, даже пусть это дети и взрослые, они должны какой-то свой путь пройти сами. Опытно работать, опять же, сами. И мы им своего рода медвежью услугу оказываем, когда мы включаемся в вопрос, вместо того, чтобы, ну, может быть, каких-то шишек или через какие-то трудности они прошли сами. Они тоже станут такими же сильными, как вы. А вам сейчас, как будто в июле месяце, нужно заботиться о самом себе или самой себе. Даже у кого нет детей, это может быть конкретно работа, когда мне не до личной жизни, я весь или вся в делах. Делегируй. Чем дело кончится? Не закончится, ты упустишь какой-то момент. Вот конкретно вот этот дуплет карт об этом говорит. Чем сердце успокоится. Но здесь так, либо вы берете этот кубок, либо вы тянете вот эту 10 жезлов, вязанку. 10 жезлов – это усталость. Уставшие люди делают ошибки. И тогда можно упустить его величество случай, какой-то очень удачный. Или вы можете отложить что-то на потом и думать, что мне сегодня что-то предложили, или у меня сейчас есть какая-то оказия, значит повторится завтра. Завтра не повторится. Есть момент прокрастинации, которую мы можем затянуть, и в итоге упустим какой-то очень удобный момент. А для тех, как раз, кто определяется, вы сумеете правильный ориентир взять, и на этом успокоится ваше сердце. Вы на выборе, мои дорогие девы, да или нет. Еду, не еду. Выхожу я навстречу судьбе или нет, я вот тут сейчас буду какие-то дела должен или должна сделать. Сначала работа, отчеты какие-то или еще многозадачность. А потом уже, вот потом, я буду уделять внимание самому себе. Вот у вас острота момента может быть в июле подобной ситуации. Совет. Совмести материальное и эмоции, чувства, возвышенное и земное. Совмести интеллект и то, что просит твоя душа и сердце. Вот вам надо как-то и то, и другое. И, мои дорогие девы, многозадачность не выпадает по этой карте, но все-таки король кубков часто о личной жизни говорит. Правда, личная жизнь. Вот у вас просто все карты где-то сводят к тому, что пусть, если вы в паре, ну, значит, есть какие-то нюансы, вопросы и прекрасное небо июля. Окончательно с чем-то разобраться или что-то решить. Может быть, по части недвижимости, переездок, продолжения или вопросы детей. Но, правда, разобраться в чем-то. Если вы один или одна, закончить одиночество. Нечего добавить. Третье главное событие. Шикарно. И правда у кого-то переезд. Или, может, конечно, по этой карте нам говорят, сияйте как звезда.
мои дорогие. Может быть, на кону у вас стоит, многие из вас занимаются творчеством или чем-то таким вот, то, что умеете вы один или одна делать очень хорошо. И это может получить признание, а вы популярность. Отчасти это карта звезда, это у нас пространство, эфир, где-то интернет. Карта подсказывает, ты должен быть популярным. Может быть, добавь популярности посредством интернет. Об этом тоже говорят. А вообще по карте звезда это выбор правильного направления. Всего в картах Таро 2 карты. Это Солнце, где-то ориентир 6 месяцев. А по звезде это лет на 10-20, как по Плутону. В Водолее, мои дорогие. И новые возможности для вас. И вот какая-то, знаете, как перекресток судьбы у вас может быть в июле. И у кого-то буквально, когда можно встретить человека или как-то, пусть вы человек семейный, но, значит, есть какой-то пункт, точка в вашей жизни, когда вы можете изменить что-то. Причем кардинально в лучшую сторону. Но есть еще и в сфере ваших достижений какой-то марафонский забег на долгий период времени, который вам приносит и деньги, и популярность. Может быть, переезд куда-то. Совершенно иное качество жизни. И выбор вы делаете в июле. И делаете его душой. Давайте раскроем карту и узнаем, чем же дело кончится, как видят карты. Хотя чем дело кончится? 17-й аркан как раз и говорит о том, что тут что-то может начаться только. Причем с далеким промежутком времени, с какими-то прекрасными перспективами. Но все же мы с вами раскрываем эту карту. Чем дело кончится? Вы знаете, вы какой-то путь должны обязательно пройти, если хотите, мои дорогие девы, как миссию выполнить. По 7 жезлов кто-то называет эту карту соревнования, но наши собственные намерения. А вокруг нас какая-то турбулентность присутствует. Много людей, много информации. Всем от вас что-то нужно. Может быть, с вами не соглашаются. А карты нам говорят, отступи полшага назад, ни с кем не спорь, иди в своем направлении. Вы большие реалисты, мои дорогие девы. И поэтому даже если с вами кто-то не соглашается или вас не одобряет, а вы никому и не должны ничего объяснять, для вас будет очень важным в июле месяце продолжить какое-то свое ваше видение или то, как вы хотели бы что-то осуществить, изменить жизнь или ваш честолюбивый план. Вас будут пытаться, чем дело кончится, вас будут постоянно пытаться сбивать с ваших настроек. Вот эти 10 жезлов. Или вы человек ответственный, могут пытаться переложить на вас какую-то ответственность, или пытаться вас в решение какого-то вопроса втянуть, или ну вот каким-то образом на вас воздействовать. А вам придется какой-то путь пройти именно в своем фарватере и не отвлекаться вот на подобные ситуации. И если мы, кстати, могут вам что-то, ну, как преподносить информацию, предлагать. И тогда по 7 жезлов мы все должны перепроверять. Не доверять первому услышанному, а быть вот как раз этим реалистом и хранить спокойствие. Чем сердце успокоится? Все то, что я сказала. По аркану отшельник. Вот сияйте как звезда, это правда. Вот есть какой-то путь, ваша миссия. Отшельник – это всегда миссия. И сердце успокоится, что никто не мешает. Но не мешают они тогда, когда вы их перестанете замечать. Или когда вы отойдете вот от каких-то мелких дел, может быть, от части обязанностей. Вы сбросите эти 10 жезлов. И тогда у вас откроются совершенно другие возможности. Да, нам говорят про интуицию тоже. И какой-то путь, который важен лично для вас, мои дорогие. Давайте мы посмотрим. Я не могу сказать, тут личная жизнь. Вам действительно придется совмещать вопросы каких-то ваших планов, устремлений, вашего дела, может быть, творчества и одновременно личную жизнь. Тут надо совместить, гармонизировать что-то, а не от чего-то отказываться. Давайте карту совет. Что же этот марафонский забег? И опять же нас возвращают к тому, что я уже все сказала. Опять король Пентаклей, человек большой рационалист и большой реалист. Он умеет что-то правильно просчитать. С одной стороны, конечно, консерватизм идет по этой карте.
и тот консерватизм, который зависит где-то от вашего выбора, мои дорогие. Вот то, что мы говорили по среднему ряду карт. Консерватизм может быть как и спасением, когда трудную минуту действительно человек умеет собраться, как себя организовать, или он уже заранее где-то просчитал, он умеет анализировать свои ошибки, свой опыт и не повторять. Не все это умеют. А вот вы умеете, правда, это ваш знак. Но с другой стороны, консерватизм может быть и наказанием, когда не видишь каких-то перспектив, когда ты мыслишь шаблонно или где-то не можешь вот скинуть вот эту десятку жезлов, а нужно. Поэтому выбираете только вы. И выбор у вас будет, судя по всему, стоять в июле. И выбор-то очень своеобразный. Не совсем как вот, что мне выбрать, между личной жизнью или работой, например. Между работой или каким-то своим творчеством и заработками. А фокус-то в том, что нужно совместить одно и второе. И, может быть, и третье что-то еще. И при этом успевать отдыхать, успевать идти вперед или какой-то свой план реализовать в жизни, потому что карта звезда выпадает. Для вас это очень важно. И это очень добрая карта, которая как раз и говорит о том, что ты верь, и у тебя вот будут осуществлены твои планы настолько, что когда ты получишь удовлетворение в душе, у тебя откроются еще большие перспективы, и, оглянувшись назад, ты будешь думать, ну надо же, а почему же я этого не сделал или не сделала раньше? Вот какой-то такой ответственный период июля. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.